try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Orchids World. Я Ксюша, и сегодня у меня для вас небольшой, но на мой взгляд очень интересный обзорчик. Как вы уже поняли, сегодня в обзоре у нас будет участвовать всего одна орхидейка. Я ее вам уже показывала в предыдущих общих обзорах. Она на тот момент начинала только свой распуск, и я обещала, что когда эта красавица полностью распустится, я непременно ее покажу. Итак, время настало, все цветочки она распустила, и я с удовольствием поделюсь с вами этой чудесной орхидейкой. Кто не видел предыдущие мои обзоры, я покажу сейчас название сорта. Это черная молния, если перевести на русский. На тот момент, когда я ее показывала, она распускала распустила один или два цветочка, не помню, но это было только начало цветения. И я показывала, насколько необычно она распускает в этом цветении свои цветочки необычной формы и необычного окраса. В процессе монтажа я вставлю фото с предыдущего цветения и покажу, как она должна цвести, как именно сорт этот должен классически процветать. Это ее второе домашнее цветение и вообще второе в ее жизни. Вот. И она меня, конечно, очень удивила. Сначала, когда я увидела, какой каскад она мне растит, с каким большим количеством цветочков, я подумала, вот это будет шикарнючее у меня цветение. Но когда я увидела, какие она цветочки начала распускать, я еще больше удивилась, потому что каждый цветочек имеет свой индивидуальный как окрас, так и форму. Конечно, цветет она сейчас не по классическому заявленному садовникам цветению, но мне, наверное, даже такое цветение больше нравится, потому что когда в одной гроздочке присутствуют разного как окраса, так и формы цветочки, такая гроздь смотрится еще более интересно. Значит, когда она начала распускать у меня первые цветочки, это вот эти вот верхние, я подумала, что, наверное, парочку она мне распустит таких необычных, а все остальные должна, по идее, распустить правильные. Но не тут-то было. Поэтому сейчас я покажу, насколько загадочная и удивительная эта орхидейка в этом цветении. Потому что все они разные и все они очень красивые. Первый цветочек такой вот, видите, с боковой петалией бордового цвета, но каемочка градиента справа вообще полностью как заявлено у садовника. Следующий цветочек вот такой вот, тоже интересный, но очень похож на предыдущий. Так, а вот этот уже имеет такую маленькую одну петалью, немножко недоразвитую, я бы сказала. Следующий цветочек, смотрите, какой оригинальный. Петалия правая уже имеет намного больше бордового, чем предыдущие цветочки, у которых петалия была классической формы и окраса.
А у этого цветочка уже больше бордовых сепалий и петалий. И белого осталось совсем чуть-чуть на одной боковой петалии. Вот этот цветочек вот такой. Мне очень нравится ее градиент бордового. Где-то он глубже по цвету, более плотный цвет такой, а где-то как будто растушеван. Самые оригинальные цветочки расположены внизу цветоноса. Смотрите, какой красивый этот цветок. Он полностью бордовый, но бордовый неоднородно. Где-то цвет интенсивней, где-то он не такой плотный. И цветочек по текстуре восковый. Они все восковые, но вот эти вот, которые полностью бордовые, они прям очень-очень плотные цветочки и такие восковые. Вот этот цветочек тоже очень похож на предыдущие. А вот последний, самый крайний цветочек имеет вот такую форму. Он только начал сегодня этот бутончик распускаться, еще боковые петали не полностью раскрыты. Посмотрите тоже, какой он красивый. Такая ромашка. Вот такая чудесная орхидея. Как я поняла, цветение ее нестабильно. То есть она может, в зависимости от условий, от температурного режима, светового дня продолжительности, иметь вот такую причудливую форму или цвет. Но я повторюсь, что мне от этого меньше эта орхидейка не стала нравиться. Цветение в этом цветении у нее 9 цветочков, 2, 4, 6, 8, 9, да. Но у нее был здесь боковой цветонос, она его растила. Я об этом, кажется, в прошлом обзоре говорила, но в какой-то момент она его засушила. Видимо, орхидейка поняла, что она не вытянет все цветение, и засушила боковой цветонос. Значит, я еще хочу понаблюдать. Мне кажется, что цветочки вот такой, ну, немножко мутационной все же формы, как мне кажется, потому что, конечно, сорт новый, еще наблюдаю, и многие тоже знают, что этот сорт новый. Вот я наблюдаю за ней. Мне кажется, что цветение будет не сильно продолжительным, когда цветочки мутантики. Но я посмотрю и обязательно поделюсь с вами продолжительностью цветения этой орхидейки. Что мне еще хочется о ней сказать? Я уже рассказывала, что она сидит у меня в мхе. У меня на самом деле она была с не очень хорошей корневой при покупке, поэтому я очень часто орхидеи, которые имеют проблему с корнями, сажаю в мох для того, чтобы нарастить корешки. Но она корни нарастила, но адаптировать к другому субстрату я не стала. Я просто, если необходимо, пересаживаю в больший горшок, но опять в мох.
Вот такая орхидейка. Кстати, я когда где-то на просторах тоже интернета встречала, девочки очень часто спрашивают, какой цвет бордовый, потому что садовники ту фотографию, которую выставляют, этот бордовый, он не такого цвета, потому что я знаю уже орхидея, как цветет в реальности, и ту фотографию, которую продавцы выставляют для продажи этого сорта, то цвет вот этого градиента, он совершенно не соответствует с тем, как в жизни. То есть в жизни, видите, он такой свекольный, насыщенно свекольный цвет. А на фотографиях, я, возможно, тоже вставлю, покажу, о чем я сейчас говорю, да. На фотографиях вот этот вот цвет, он больше, как бы, я, наверное, сказала, как чернила, что ли, вот такого цвета, но не свекольного цвета. Вот сейчас я продемонстрировала вам и показала, как выглядит этот сорт. Возможно, кому-то он стал интересен. Цветочки у этого сорта очень большие, они достигают 10 сантиметров. Просто в этом цветении, так как они очень необычные, то они имеют меньший размер за счет недоразвитой боковой петалии. А вообще, конечно, это крупноцветковый сорт с плотным цветочком, который способен цвести каскадно, видите, и очень даже пышно. Поэтому, возможно, кому-то я показала всю красоту, и кто-то себе захочет еще купить тоже этот сорт. Чудесная орхидея, необычная, просто такая, знаете, жемчужинка коллекции моей. Вот. Кому было интересно, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, я с удовольствием всем отвечу. И до следующих обзоров, ребят. Всем пока! Try to fly